Доброе утро, смотрите. А то меня ж спрашивают, как я дни провожу. Надо же показывать все дни, как я провожу. Вот сегодня будет день такой. Сейчас 7 утра, кампинг только открылся, сейчас 8. Находимся в Сан-Мигель-дель-Монте, называется. Это кампинг синдиката, то есть профсоюзов камионеров, то есть этих профсоюзов грузовиков. И тут есть такое озеро. Я в прошлый раз здесь рыбачил с берега. Что-то мы ничего особо не поймали. Но говорят, что все-таки пехерей это корюшка, в озере есть. Оно соединяется с рекой, и река упадает в океан. То есть пехерей идет с океана в реку, сюда заходит. Плюс тут его немножко разводят. Одним словом, поедем сегодня на лодке, попробуем порыбачить с моим товарищем. Я оделся, смотрите, как, чтобы рыбачить на лодке зимой в Аргентине. Вот такой костюмчик у меня есть неопреновый, мне очень нравится. Я на каяке в нем зимой рыбачил. И вперед. Удочки, лодки и на рыбалку, на корешку аргентинскую. Я сильно не буду распространять долго это дело, но в принципе немножко покажу, чтобы вы тоже понимали о том, как и где и что мы здесь делаем. Так что вот так. Сейчас мой товарищ собирается, все собираются. И поехали. Удочку беру одну сегодня, 2,70. Мой товарищ будет использовать удочку 3 с лишним, 3,60. Почему такие длинные удочки? Я рассказывал, снасти для пехерея. Продаются у меня на магазине leonpesca.com. И ссылочку можно найти в описании. Vamos, Sergio. И я продаю снасти для пехерея. Они длинные, надо длинные удочки. Удочки я тоже продаю. Сегодня буду использовать удочку со своего магазина. Новую вскрыл здесь. Вот эту. Смотрите. Кому надо снасти для пехерея, вот у меня можете купить. Я тоже буду вот такой удочкой пользоваться сегодня. Вот этой. И вперед. Сумки и погнали. Наживка для рыбалки находится вот в этом ведре. Смотрите. Видите, оно дырчит, здесь компрессор, накачивает воздух, и там живцы маленькие. Вот на эти живцы мы и будем рыбачить. Así que un golazo, no me parece caro, compartiendo entre bastante personas. Y mientras Leoni prepara su caña. Sí, estoy armando también. Así ya vamos juntos con caña armada, mira, así va a estar liviano. Ahí está todavía animada. XL. Tenía la mojarra preparada. Sí, le mandé mensaje del que estábamos hablando, ¿viste? Так, мы забросились. Смотрите, кстати, покажу, почему длинные удочки. Гляньте, на минутку покажу. Смотрите, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6 наживок у него. По-нормальному 3, 4, смотрите какой. Ова, заброс. Видите? У него просто смешанная и поплавочная сверху, и донная дальше продолжается. У моего товарища Серхио только поплавочная на 3 поплавка. Я забросил такую, патерностер называется. На одной стороне поплавок, на другой грузило. Mira que pejerrey, grandota. ¿Cuánto tenés? 3 metros para abajo. Y 2,20 metros. 2 metros 20. 2,20 metros. Y ahí está peje grande, mira. El primero, arrancamos. Sí. Hermoso, mirá qué peje. Primer peje pegadito al barro, León. Así que bueno, ya tenemos el primer dato que nos va dando la pesca de hoy. Ojo, ojo, qué grande, mira. Mira qué grandota. Bueno, vamos con el segundo, León. Sí, mira qué Acá grande. estamos. Hermoso, hermoso tamaño. De a poquito va calentando el sol y van apareciendo. Sí. Así que bueno, a seguir pescando. Pero, ah, Qué grande, papá. ah, va. Y no de fondo, mira, segunda de arriba. Bien, salió por arriba, ¿no? Ajá. Bien, León, bien, bien. Saca de plomo, ¿viste? Ага. Sí, acá se pesca sin пlomo. Что такое пехерей, а то ж потом будут расспрашивать еще 100 раз. Смотрите, пехерей это вот корюшка, что я рассказывал. Смотрите, какая она
Мясо прозрачное. Вот такие. Вот на эту снасть так ловят. Вот смотрите, какие длинные снасти. И вперед. Фу. Первый раз залетело неправильно, но сейчас поправят. Но снасти, видите, какие длинные. Из-за этого живца надо еще прицепить. И в лодке потому больше 4 как бы не собирается, потому что с такими длинными снастями больше 4 людей получается не очень удобно. Ладно, пошел следить за своим поплавком. Que grandota esta. Hermosa, hermosa, hermosa pescada. Uff. Bueno. Terrible carpincho, Смотрите, ребята, какие у нас карпинчи живут просто так. Hay más ahí, ¿no? Sergio, hay más atrás de juncos. Там еще есть с той стороны. Это просто на природе, это ничьи. Они просто тут живут. И с той стороны там за кустами еще лежит куча. Mirá qué belleza. Así son los pejes de San Miguel del Monte, gente. Mira, así. Qué grandota. Grande Axel, De niñita. 37 centímetros. Matunguito, pela. Muy lindo matungo, papá. Excelente. Ладно, у меня пока что больше сбежало, чем я поймал. Но у ребят кое-что ловится. Смотрите, какие пехерей. Мы меряли тут 37 сантиметров, 35 сантиметров. Вот. Ну и многие убегают. То есть схватил, убежал. Я таких уже, наверное, штук 6 потерял. И не так часто клюют, но зато здоровые. То есть бывает такое, что клюют часто, но маленькие. А эти со дна берут больше. Вон мой поплавок. И это дальше патерностер до дна доходит. Где-то 2 метра длиной. И клюют. Вот такие сейчас снасти. Еще вам покажу, какие снасти. Смотрите. Вот поплавок. Вон одна рыбка, 2 рыбки, 3. Там дальше он запутался с другой удочкой. Так что, так, ладно. Pero mira qué cacho hay Y mira qué pasó a vos y qué pasó a mí. Mira que no hay ni una mojara más. Mirá, se ha llenado de todo, ojo. Ojo, Mirá. Mirá qué cacho de todo, loco. Qué cacho de peje, por... Qué locura, hermoso. Pa. Hermoso. О, esto! Por fin! Так, ребята, смотрите, вот это пехерей. И один зубастик. Я поймал одного зубастика. Это пехерей. В среднем где-то за 30 сантиметров каждый. То есть довольно здоровые. Вот еще Серхио поймал. Гляньте, как выглядит классно. Вау. Так что все. Кто хочет, кстати, я могу оставить данные вот этого человека. Вы ему позвоните, договоритесь. У них тут кампинг и вот эти лодки. И он вас на лодках вывезет, и вы тоже порыбачите. Чтобы хорошо порыбачить, надо у меня сначала удочку купить. Или снасти. Но рыбалка прекрасная. Смотрите, как у нас здесь на озере сегодня. Вообще класс. Después de todo lo que perdió, ahora está sacando un montón, se hace canchero, lo deja del agua. Qué grande, León, vamos.
Карпинчо плавает, смотрите, только головы торчат. Все, мы закончили рыбалку, сложили удочки, последние, как говорят, эти, и едем в кампинг. Так что, ребята, кто хочет, таких, в общем, пехереев мы поймали 30 штук. Не самый большой улов, но и неплохой улов. Так что возвращаемся в кампинг. Кто хочет, будет телефон человека, как вот этого, которому позвонить и договориться насчет такой рыбалки. Можно приехать четвером, шестером, вот на такую лодку, он вывезет и порыбачите. Смотрите, карпинчо. Он плавает, голова только уже торчит. И вон еще два плывут. Так что мы возвращаемся. Полно тут этих купальней. Мира, ahí más carpinchos, Перь. Уже солнце село. Так что мы в Буэнос-Айрес. Всем пока. Следующие видео уже будут не с рыбалки, как